Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот интересную, красивую модель пинеток. Данная модель смотрится очень красиво и отлично подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Данные пинетки можно, то есть, связать как однотонные, так и цветные. В мастер-классе эти пинетки я буду вязать на длину ступни 10-12 сантиметров. Увеличить или уменьшить размер этих пинеток вы сможете вот здесь изначально, когда мы будем набирать петли. То есть петель изначально можно набрать чуть больше или чуть меньше. За счет этого эти пинетки вы и получите на больший или меньший размер ноги. В мастер-классе я буду использовать пряжу Alize Baby Wool. Это у нас идет детская пряжа, и по составу здесь будет у нас идти 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Метраж на 50 грамм 175 метров, и вязать мы будем в 2 нити. Данную пряжу для мастер-класса предоставил нам интернет-магазин Пряжа Су. Для всех моих подписчиков в данном интернет-магазине действует скидка 5%, поэтому промокод на мою скидку в интернет-магазине Пряжа Су и ссылку на данный магазин я вам оставлю ниже в инфобоксе. Также кроме пряжи нам еще с вами понадобятся спицы. Я буду вязать данные пинетки на 2 чулочных спицах, диаметр 3,5 мм. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравится данная модель, и вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я сейчас набираю 46 петель. На спице я набрала 46 петель, и теперь перед тем, как приступать к вязанию, вот эти наши петли 46 мы должны разделить на 3 части. При этом центральная часть всегда вот в начале вязания у нас будет равна 4 петлям. Поэтому 46 минус 4 центральных петли и оставшееся вот число, то есть 42 в моем случае, мы делим на 2 боковые части. И это у меня получается: одна боковая часть состоит из 21 петли, центральная часть из 4 петель, и вторая боковая часть состоит также из 21 петли. И теперь мы приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю петли лицевыми, так чтобы вместе с кромочной на правой спице у меня всего было провязано вот как раз таки 21 петля. Это мы вяжем петли первой боковой части, и все петли мы вяжем лицевыми. Итак, вот на правой спице вместе с кромочной у меня провязана 21 петля. Далее центральных 4 петли мы сейчас отметим с 2 сторон маркерами. То есть вот сюда я сейчас на спицу вешаю маркер. И теперь в каждом лицевом ряду, вот там, где у нас будут идти центральные эти петли, мы будем делать прибавку. Прибавлять петли мы будем с помощью накидов. Поэтому вот я повесила маркер. Далее я делаю вот накид. Рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. И далее провязываю 4 центральных петли. Петли я провязываю лицевыми. Вот 2, 3, 4. Далее я делаю снова накид. Рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. И здесь также вешаю маркер. И здесь у нас должна вот остаться как раз таки 21 петля. И эти петли я провязываю также лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда на протяжении всего вязания мы всегда будем провязывать изнаночной петлей.
после чего я вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Все изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями, то есть в изнаночных рядах никаких ни прибавлений, ни убавлений мы делать не будем. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю и далее продолжаю вязать этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Итак, вот смотрите, я довязала до первого маркера. Маркер этот я перебрасываю на правую спицу, и вот идет накид, который мы делали в первом ряду. Накиды мы всегда будем провязывать лицевой петлей за заднюю короткую стенку, так чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек. То есть вот получается лицевая, далее опять у нас идет еще 4 лицевых. И снова идет наш накид. Накид мы провязываем также за заднюю короткую стенку. Маркер перебрасываю на правую спицу и заканчиваю вязать этот ряд лицевыми петлями. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд я провязала, вязание я перевернула на лицевую сторону, и опять в лицевом ряду мы будем делать прибавление петель, вот именно в центральной этой части, соответственно после первого маркера и перед вторым маркером. Поэтому вяжем третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провязываю лицевыми до маркера первого. Так, опять я провязала вот 21 петлю до первого маркера. Сначала мы перебрасываем маркер на правую спицу, далее мы в лицевом ряду всегда вот здесь делаем накид, провязываем вот все петли лицевыми, это центральные наши петли, до маркера следующего. Вот опять я довязала до маркера. Перед маркером я делаю снова накид, то есть рабочую нить набрасываю вот на правую спицу от себя, маркер перебрасываю также на правую спицу и заканчиваю вязать этот ряд. То есть здесь у нас также осталось 21 петля. Все петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я вот перевернула на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны мы сейчас все петли до конца этого ряда провяжем лицевыми. Накиды мы провяжем также лицевой петлей за заднюю короткую стенку. Итак, я закончила вязать 4-й изнаночный ряд. Вязание я перевернула на лицевую сторону. И теперь мы по этой же схеме дальше будем продолжать вязать подошву. Значит, смотрите, сейчас самостоятельно вы провяжете 5-й лицевой ряд, не забывая делать прибавление петель, соответственно, после маркера и перед маркером. Дальше мы провяжем 6-й изнаночный ряд, все петли лицевыми, 7-й лицевой ряд, не забывая делать прибавление петель, и 8-й изнаночный ряд. То есть итого мы сейчас должны провязать еще 4 ряда и 2 раза сделать прибавление вот здесь в этой центральной части. Итак, вот я провязала 8 рядов полотна. И центральная часть за счет прибавок, которые мы делали в каждом лицевом ряду до и после маркера, сейчас составляет вот 12 петель. Вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и у меня провязано от наборного края 4 платочных дорожки. Вот эта часть полотна и будет являться подошвой. И смотрите, если измерить сейчас эту нашу деталь, то ширина у меня получается, ну вот, около 23 сантиметров, и высота это у нас получается где-то 2,5 сантиметра. Теперь мы будем приступать к вязанию подъема. Если сейчас посмотреть на готовую пинетку, вот идет наш подъем. Подъем у меня будет состоять из 5 платочных дорожек. 2 платочные дорожки у меня будут провязаны ниткой мятного цвета, 1 фиолетовая и 2 платочных дорожки мятного цвета. Поэтому я сейчас беру нитку мятного цвета. Если, к примеру, данные пинетки вы хотите связать однотонные, то дальше просто продолжаете вязать полотно
ниткой вот основного цвета. Вязание я держу лицевой стороной вверх, нитку от мотка вот фиолетового цвета я сейчас не обрываю, просто кончик откладываю, беру нить вот мятного цвета, кончик просто прикладываю к краю и сейчас приступаю к вязанию первого ряда подъема. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет сейчас присоединение нити. И дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. То есть сейчас, когда мы будем вязать подъем, мы никаких ни убавлений, ни прибавлений петель делать больше не будем. Мы сейчас вяжем просто лицевые петли до конца этого ряда. Смотрите, я довязала до первого маркера. Сейчас эти маркеры можно уже убрать, они нам больше не нужны. То есть маркер я откладываю и просто дальше продолжаю вязать этот ряд лицевыми петлями. Первый ряд подъема я довязала до конца. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И дальше продолжаю также вязать в изнаночном ряду, провязывая все петли лицевыми, так как подошву, подъем и мысок мы с вами будем вязать платочной вязкой. То есть это значит и лицевые ряды, и изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями. Если сейчас пересчитать все эти петли, то с учетом прибавлений, которые мы делали вот здесь в центре, на спицах у нас должно быть 54 петли. Итак, вот ниткой мятного цвета я провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный. Все петли я, как говорила, провязывала лицевыми. То есть сейчас смотрите, мы дальше будем просто продолжать вязать полотно вверх. Никаких, повторюсь, ни прибавлений, ни убавлений мы делать не будем. То есть сейчас я самостоятельно провяжу, смотрите, лицевой ряд, изнаночный ряд ниткой мятного цвета. Далее нить мятного цвета мы откладываем, мы ее не обрезаем. И вот здесь сбоку я поднимаю нить фиолетового вот этого цвета. И дальше еще раз лицевой и изнаночный ряд я провяжу ниткой вот фиолетового цвета. Тем самым у нас должно получиться вот 2 платочные дорожки мятным цветом и 1 платочная дорожка вот ниткой фиолетового цвета. Далее, после того, как мы провяжем вот фиолетовым цветом 2 ряда, эту нить мы также откладываем, опять сбоку поднимаем ниточку мятного цвета и 4 ряда, то есть лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный мы провяжем ниткой мятного цвета. То есть вот 54 петли, которые у нас находятся на спицах. И как раз таки в итоге мы должны получить с вами 5 провязанных платочных дорожек. Итак, вот я провязала подъем, как я говорила, 5 платочных дорожек или 10 рядов. И давайте сейчас также на этом этапе измерим нашу заготовку в сантиметрах. И вот это у нас ширина получается вот 4,5 сантиметра. Теперь мы сразу будем приступать к вязанию мыска. Мысок я сейчас буду вязать из центральных 10 петель. Поэтому мы сейчас опять наше вязание должны разделить на 3 части. Центральная часть у нас сейчас будет состоять из 10 петель, и 2 вот этих боковых части у нас будут состоять из 22 петель. Мысок я буду вязать нитью фиолетового цвета. Поэтому смотрите здесь какой момент. Если у вас сейчас есть второй моточек пряжи, то вот я уже подготовила 2 ниточки, я взяла от второго моточка. Если, к примеру, у вас нет второго мотка пряжи, то тогда эту нитку вот здесь фиолетового цвета вы можете обрезать. Просто в этом случае в конце вязания на несколько кончиков вам придется спрятать больше. Поэтому я сейчас вот беру чулочную спицу и на эту спицу просто переснимаю, не провязывая петли первой боковой части. То есть я сейчас просто переснимаю 22 петли. Итак, вот я пересняла 22 петли, это петли первой боковой части. Далее я беру вот ниточки от второго моточка. И сейчас как раз таки мы приступаем к вязанию первого ряда мыска. Мысок, как я говорила, у нас будет состоять из 10 петель. Поэтому первую петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нити.
И дальше вот при провязывании петли подсчитываю: вторая лицевая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот здесь у нас идет 10-я петля мыска и первая петля боковой части. Когда мы наш мысок будем вязать вот с лицевой стороны, этих 2 петли я сейчас буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю, это наша кромочная петля. И дальше продолжаю вязать вот петли лицевые, как раз таки до той петли, где мы присоединяли нить. То есть вот идет та петля, где мы присоединяли нить. То есть это получается 10-я петля мыска. И далее идет первая петля боковой части. С изнаночной стороны этих 2 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. После чего вязание, вот кончик подтянула и вязание перевернула на лицевую сторону. Вот идет моя рабочая ниточка, никуда я ее не перекручиваю. И сразу опять вот первую кромочную петлю я снимаю, рабочую нить вот помещаю между первой и второй петлей, вывожу ее вот на обратную сторону и продолжаю вязать этот ряд лицевыми петлями, опять не довязывая 10-ю петлю мыска. И здесь вот опять 10-я петля мыска и первая петля боковой части. С лицевой стороны я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей. И вязание снова переворачиваем на изнаночную сторону. Таким образом мы сейчас дальше будем продолжать вязать вот этот наш мысок, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю от боковой части. С лицевой стороны вот здесь 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей, а с изнаночной стороны 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Таким образом этот мысок у меня провязан 11 платочных дорожек. То есть вот 11 платочных дорожек фиолетовым цветом, или это равно 22 провязанным рядам. Итак, вот я провязала мысок платочной вязкой, как я говорила, 11 платочных дорожек. И вот здесь нитку, которую мы вязали именно мысок, можем здесь уже обрезать. Теперь этот кончик вот я вывожу на изнаночную сторону, и сейчас мы должны вернуться в начало нашего вязания. То есть вот эти оставшиеся петли я переснимаю с правой спицы на левую. После того, как мы с вами связали мысок, мы сейчас будем делать отверстие для завязок. Отверстие для завязок я также буду вот сейчас делать ниткой фиолетового цвета. Поэтому вот здесь сбоку я поднимаю нитку фиолетового цвета. Я ее не обрезала, так как мысок я вязала из 2-го моточка. И сейчас приступаем к вязанию первого ряда, где мы будем формировать отверстие для завязок. Кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет вот присоединение нового цвета. И далее после кромочной петли я сразу же делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя, и следующих вот 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей. Далее опять накид, рабочая нить на правую спицу от себя, и следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Накид, 2 петли вместе, и снова накид, 2 петли вместе. Таким образом мы продолжаем вязать этот ряд до конца. Смотрите, в конце ряда у меня осталось 3 петли. То есть вот я здесь провязала 2 петли вместе, далее опять делаю накид, 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Здесь мы начинали вязание вот как раз таки сделав накид, а закончить наше вязание мы должны вот провязав 2 петли вместе, после чего последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей.
Это мы сделали для того, чтобы количество петель, которые у нас сейчас находятся на спицах, сохранилось. То есть, чтобы их сейчас и не увеличилось, и не прибавилось. Далее вязание сейчас переворачиваю вот на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли в изнаночном ряду я сейчас провяжу изнаночными. То есть вот изнаночная петля, накиды мы будем провязывать изнаночной петлей за вот эту длинную переднюю стенку, так чтобы образовалась дырочка для вот как раз таки завязок. Изнаночная и здесь изнаночная за длинную стенку. Изнаночная, изнаночная. И так далее довязываем этот ряд до конца, провязывая все петли изнаночные. Итак, я провязала изнаночный ряд изнаночными петлями. Вот вязание я перевернула на лицевую сторону, и вот у нас получились отверстия для завязок. Теперь мы будем приступать к вязанию основного узора. Раппорт узора буфы будет равен 4 петли плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Поэтому если мы сейчас пересчитаем петли, которые вот сейчас в данном случае у нас находятся на спицах, то вот у меня сейчас здесь на спицах 32 петли. Если сейчас посчитать вот как раз таки раппорты, дополнительные петли и кромочные петли, мне сейчас необходимо, чтобы здесь у меня на спицах было 33 петли. Поэтому сейчас при провязывании первого ряда я прибавлю 1 петлю. Вязать я продолжаю ниткой вот фиолетового цвета сбоку. Вот моя ниточка идет от моточка. Вязание я держу лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю. И сейчас этот ряд я провяжу. Это у нас идет лицевой ряд лицевыми петлями. То есть просто провязываем все петли лицевые. Но мы не должны забывать, что я сейчас должна еще буду прибавить 1 петлю. Поэтому сейчас давайте я эту петлю прибавлю в конце ряда. Вот в конце лицевого ряда у меня осталось 2 петли. Давайте здесь я сделаю прибавку, как раз таки вот прибавлю 1 петлю. То есть вот идет предпоследняя петля. Я ее провязываю лицевой. Далее давайте вот здесь я подниму протяжку, то есть вот между вот этими двумя петлями, вот она у нас идет, одеваю эту протяжку на спицу, вот это у нас идет протяжка, и давайте сейчас эту протяжку я провяжу лицевой петлей за заднюю длинную стенку, так, чтобы у нас здесь также образовалась дырка, вот эта дырочка у нас идет практически на одном уровне. Дополнительно здесь мы также вот проденем потом завязку, и последнюю кромочную петлю я провяжу вот изнаночной петлей, и на спицах у меня вот получается 33 петли. Далее вязание разворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю снимаю, и далее все петли до конца этого ряда провязываю изнаночными. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и сейчас смотрите, еще мы самостоятельно провяжем лицевой ряд лицевыми петлями и изнаночный ряд изнаночными петлями. То есть еще сейчас самостоятельно провяжем 2 ряда. Итак, вот я провязала еще 2 ряда самостоятельно, лицевой и изнаночный. Далее сбоку я поднимаю нить вот мятного цвета. Следующий ряд мы как раз таки будем вязать нитью мятного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. Далее после кромочной петли я должна провязать 3 лицевых петли. То есть вот 1, 2 и 3. Далее вот у нас идет следующая петля. Эту петлю мы сейчас вот спускаем со спицы и далее распускаем на 4 ряда. Вот смотрите, 1, 2, 3 и 4. То есть 1, 2, 3 и 4. Теперь мы подхватываем эту петлю, вот она у нас идет. Спицу мы вставляем дальше, то есть под петлю, и вот этих 4 протяжки. То есть вот она у нас идет. И эту петлю мы сейчас вот просто провязываем лицевой вот так петлей. Далее опять вяжем следующих 3 лицевых петли.
1 лицевая, 2, 3. Следующую петлю мы опять должны распустить ниже на 4 ряда. Сначала мы ее снимаем со спицы и далее распускаем. 1, 2, 3, 4. И затем петлю. И вот эти протяжки, вот они у нас идут, провязываем вот лицевой петлей. Вот таким образом у нас это все выглядит. Далее опять вяжем 3 петли лицевых, 2, 3. Опять петлю мы спускаем, распускаем ниже на 4 ряда. Вот 2, 3, 4. И затем мы эту петлю провязываем вместе с этими протяжками лицевой петлей. И опять 3 лицевых. И следующую петлю мы снова должны спустить. Таким образом мы сейчас довязываем этот ряд до конца. И смотрите, в конце ряда у нас получается, вот я петлю спустила и провязала лицевой вместе с протяжками. И далее я в конце провязываю 1 лицевая, 2, 3 и последняя кромочная петля, мы ее провязываем изнаночной. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы сейчас вот первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли в изнаночном ряду мы провязываем изнаночными. Вязание я сейчас вот перевернула на лицевую сторону, и сейчас мы дальше продолжаем вязать ниткой мятного цвета наше полотно. То есть теперь мы опять самостоятельно сейчас с вами провяжем 4 ряда. Лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями, лицевой лицевыми и изнаночный изнаночными. Далее мы снова будем формировать вот эти наши буфы. То есть вот первую кромочную петлю я снимаю, и в лицевом ряду я провязываю все петли лицевыми. Так мы сейчас с вами должны провязать 4 ряда. Итак, вот я провязала 4 ряда нитью мятного цвета. И далее вот здесь опять сбоку мы поднимаем нить фиолетового цвета. И следующий ряд мы как раз таки будем провязывать нитью фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой. Далее после кромочной я провяжу сейчас 1 лицевую петлю. И следующую петлю я сейчас должна сначала со спицы снять, вот, и затем распустить вот ниже на 4 ряда. Вот 1, 2, 3, 4. И затем вот эту петлю я должна провязать вот вместе с этими вот так протяжками лицевой петлей. Вот просто эти буфы у нас сейчас должны располагаться в шахматном порядке. То есть в этом ряду мы провязали кромочная, лицевая, и следующую петлю вот как раз таки мы спустили и распустили ниже на 4 ряда. И дальше наше вязание будет выглядеть следующим образом. Мы опять провязываем 3 лицевых петли. 1, 2, 3. Следующую петлю мы снимаем и распускаем вот ниже на 4 ряда. 2, 3, 4. И провязываем эту петлю вместе с протяжками лицевой петлей. 3 лицевых. Следующую петлю мы спускаем на 4 ряда вниз и провязываем вот лицевой петлей. Так мы сейчас заканчиваем вязать этот ряд. Смотрите, в конце ряда у нас получается, вот я провязала 3 петли лицевых. Далее вот эту петлю я сейчас должна просто опять спустить. 1, 2, 3, 4. Провязываю петлю эту вот лицевой вместе с протяжками. И вот у нас остается 2 петли. Лицевая, мы ее провязываем. И последняя кромочная изнаночная. С изнаночной стороны мы все петли сейчас провяжем изнаночными. Таким образом мы сейчас опять будем вязать вот просто ровное полотно, чтобы с лицевой стороны у нас шла лицевая гладь. То есть опять мы с вами сейчас провяжем самостоятельно изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой
и изнаночный ряд. В лицевом ряду мы все петли провязываем лицевыми, в изнаночном ряду мы все петли провязываем изнаночными. То есть сейчас мы самостоятельно должны провязать нитью вот фиолетового цвета, в моем случае, 5 рядов. Итак, ниткой фиолетового цвета я сейчас провязала 5 рядов. Далее вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и сбоку я поднимаю нить вот мятного цвета. Первую петлю я сейчас провяжу лицевой. Далее я провязываю 3 лицевых петли после кромочной. Вот 1, 2, 3. Далее я петлю снимаю со спицы и распускаю на 4 ряда вниз. Вот 1, 2, 3, 4. И петлю вместе с протяжками провязываю лицевой. И снова наше вязание повторяется. 3 петли лицевых, следующую петлю мы снимаем и спускаем вот сейчас ниже на 4 ряда. 3, 4, после чего провязываем вместе вот с протяжками лицевой петлей. 3 лицевых, 1, 2, 3. Следующую петлю спускаем на 4 ряда вниз и провязываем лицевой петлей. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать этот ряд до конца. Итак, вот я закончила вязать ряд до конца ниткой мятного цвета. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в изнаночном ряду я все петли провязываю изнаночными. То есть сейчас ниткой мятного цвета мы опять самостоятельно провяжем 5 рядов. Изнаночный лицевой, изнаночный лицевой и изнаночный ряд. Итак, ниткой мятного цвета я провязала также 5 рядов. То есть сейчас, если посмотреть на готовую пинетку, узор у нас идет, смотрите, 2 вот ряда фиолетовым цветом и 2 ряда провязано ниткой мятного цвета. Далее у нас идет несколько рядов обвязки, и все, в принципе, пинетки наши практически готовы. Поэтому здесь нам сейчас осталось сформировать вот мятный ряд буфов, поэтому сейчас здесь нитку от мотка мятного именно цвета можно уже обрезать, она нам больше не нужна. Поэтому вот здесь сбоку я поднимаю нить фиолетового цвета и приступаем вот как раз таки к вязанию лицевого ряда нитью фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой. Далее я сейчас после кромочной провяжу еще одну лицевую петлю, и следующую петлю мы должны снять со спицы и спустить вот ниже на 4 ряда. 2, 3 и 4. И далее провязать эту петлю вместе с протяжками лицевой петлей. И дальше у нас будет идти 3 петли лицевых, 2, 3. Следующую петлю снимаем, спускаем ниже на 4 ряда, после чего провязываем лицевой петлей. И опять 3 петли лицевых. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать этот ряд до конца. Все, я сформировала последний ряд буфов. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, с учетом того, что нам сейчас не нужно формировать новый ряд узора, а нам нужно сделать только обвязку, а обвязку я буду делать платочной вязкой. Поэтому сейчас первую кромочную петлю я снимаю, и в изнаночном ряду я сейчас все петли провяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце изнаночного ряда я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот у нас получилась уже одна провязанная платочная дорожка. Далее в лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли опять я провязываю лицевыми. Довязываем лицевой ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Я довязала до конца лицевой ряд, вязание я переворачиваю вот опять на изнаночную сторону, и сейчас мы будем закрывать петли.
Петли можете закрывать абсолютно любым удобным для вас способом. Самое главное, чтобы вот этот край, который мы сейчас будем закрывать, он был эластичный. Поэтому закрывать эти петли я буду с помощью накидов. Первую кромочную петлю я снимаю, далее делаю накид. То есть вот рабочую нить вот я набросила на правую спицу от себя. Следующую петлю я провязываю лицевой. Далее накид я протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И далее петля, которая вот была на спице, я ее также протягиваю и спускаю через провязанную петлю. Еще раз. Петля у нас находится на спице, и я делаю накид. Следующую петлю я провязываю лицевой. И далее накид я протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И далее петля, которая была на спице, я ее также протягиваю вот и спускаю через провязанную петлю. И снова накид, петля лицевая, накид протянула, спустила и петлю протянула и спустила. Таким образом мы сейчас закрываем этот ряд до конца. Итак, смотрите, вот я закрыла все петли до конца, и в конце у меня осталась одна последняя вот петля. Нить от моточка можно уже обрезать. Единственное, обрезаем с тем учетом, чтобы этого кончика нам хватило сшить нашу пинетку. Далее, после того, как я вот обрезала нитку от моточка, петельку эту я просто беру и вот таким образом вытягиваю эту нить. Вот. Теперь этот кончик мы с вами должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать пинетки я буду по лицевой стороне, поэтому я беру вот два края, складываю лицевой стороной наружу. То есть сначала мы с вами прошьем вот этот задний шов, после чего приступим к сшиванию подошвы. Вот идет моя ниточка, которую я вставила в иголку с большим ушком. Заднюю вот эту часть я буду сшивать именно за кромочные петли. Но посмотрите, каким образом. То есть я буду вставлять иголку в кромочные петли справа налево. То есть вот наш край, вот здесь мы закончили вязание, и я вставляю иголку вот справа налево. То есть я как бы вхожу в одну петлю и вывожу в соседнюю петлю справа налево. Сначала с одной стороны и затем иду на обратную сторону. И с обратной стороны то же самое. Вот идет одна петля и вот вторая. То есть в одну петлю я вставляю иголку и через соседнюю петлю справа налево иголку вынимаю, ниточку вытаскиваю. Иду на эту сторону. Вот, вставила иголку, справа налево через соседнюю петлю иголку вытаскиваю. С этой стороны мы опять все повторяем. То есть смотрите, сейчас каждую из этих петель мы будем прошивать два раза. То есть вот сначала вот я вставляю и через соседнюю петлю иголку с ниткой вынимаю. Потом опять, когда я прошью эту сторону, я буду вставлять именно иголку в эту же петлю, откуда я сейчас эту иголку вынимаю. Справа налево здесь. Затем вот здесь я с этой петли вынимала ниточку. Теперь я туда вставляю иголку и через соседнюю петлю нитку с иголкой вынимаю справа налево. Таким образом мы сейчас сшиваем вот эту часть нашей пинетки до подошвы. При сшивании обязательно контролируем, чтобы все края у нас ровно сошлись. То есть здесь у нас этих два края должно сойтись. И вот здесь, в этом участке, где у нас идут отверстия для завязок, у нас должно быть все ровно, то есть отверстия должны быть и с этой стороны, и с этой стороны, друг напротив друга. Итак, вот я прошила заднюю часть пинетки, и теперь мы будем приступать к сшиванию подошвы. Все кончики я кладу вовнутрь, то есть в изнаночную сторону. И смотрите, прошивать подошву я буду также с лицевой стороны. Если посмотреть на наш край, то мы сейчас будем прошивать подошву вот за вот эти петли, которые у нас сейчас вот смотрят вверх. Вот раз, два,
3 и так далее. Эти петли у нас идут как с одной, так и с другой стороны. То есть вот идет моя рабочая нитка с этой стороны. То есть смотрите, здесь при сшивании на самом деле все просто. То есть мы будем также вставлять иголку в одну петлю, выводить ее через следующую петлю. Для того, чтобы не запутаться, мы, смотрите, всегда начинаем прошивать петлю, вставляя иголку к себе. То есть, допустим, вот мы сейчас будем прошивать первую вот эту сторону, которая ближе ко мне. То есть вот я вставляю иголку к себе, то есть вот в эту вот верхнюю петельку, первую вот она у нас идет, и через следующую петельку, то есть вот она у нас идет, иголку вывожу от себя, то есть к себе, от себя, то есть с изнанки на лицо, с лица на изнанку. Это мы прошили одну сторону, идем на обратную сторону. Здесь у нас точно так же, сначала к себе, потом от себя. То есть вот к себе, то есть с лица на изнанку, к себе и через соседнюю от себя, то есть с изнанки на лицо. То есть всегда и одну, и вторую сторону мы будем прошивать, вводя иголку именно к себе. И каждую, опять же, из вот этих вот верхних петелек мы будем прошивать 2 раза. То есть вот мы через, получается, вот эту сейчас петлю, иголку вывели на изнаночную сторону. Теперь получается с изнаночной, то есть к себе и через соседнюю от себя. То есть сейчас вот мы иголку выводим через эту петлю. Далее, когда мы прошьем вот эту сторону, мы иголку будем вставлять именно в эту же петлю к себе. Сейчас мы выводим от себя, затем будем вставлять к себе. То есть к себе от себя. Нитку с иголкой вытаскиваем. Вот здесь также эта петля, которую мы один раз уже прошили, к себе и через соседнюю петлю от себя. Здесь к себе и через соседнюю петлю от себя. Вот к себе, от себя. Здесь также к себе и через соседнюю от себя. К себе, от себя. Таким образом прошиваем этот шов до конца. Итак, вот я прошила шов. Шов у нас имитирует платочную вязку. И когда мы закончили до конца сшивать подошву пинетки, иголку я вставляю вот сюда в центр, где мы закончили сшивать, и иголку с ниткой я вывожу на изнаночную сторону. Теперь я буду делать обвязку подошвы. Обвязку делать на самом деле не обязательно. Здесь этот момент уже будет на ваше усмотрение. Мне этот эффект нравится, то есть у нас идет такое визуальное отделение подошвы от подъема. Вот такой вот бортик у нас получается вот именно за счет обвязки. Обвязка делается на самом деле очень просто, поэтому даже те, кто не умеют вязать крючком, обязательно с этим справятся. Для обвязки нам понадобится пряжа, тот цвет, которым вы планируете делать как раз таки эту обвязку, крючок. Крючок я рекомендую взять, номера, значит, подойдут от 2,5 до 3,5 миллиметров. Далее я беру пинетку именно подошвой к себе, лицевой стороной вот наружу, подошвой к себе. И обвязывать мы сейчас будем как раз таки вот эту фиолетовую последнюю платочную дорожку именно подошвы, так как в том участке, где у нас начался, вот в моем случае, мятный цвет, это мы с вами провязывали подъем. Если вы пинетки вязали однотонные, то в этом случае я рекомендую просто взять и посчитать. Во-первых, это вот идет наш задний шов, и вот задним швом я беру пинетку вот таким образом к себе. То есть вот идет шов подошвы. Мы сейчас от
этого шва, то есть вот он шов, должны отсчитать 4-ю платочную дорожку. 1, 2, 3, и вот как раз таки 4-я платочная дорожка, это и будет как раз таки та дорожка, которую мы сейчас вместе с вами будем обвязывать. И вставлять крючок я здесь буду также вот в эти верхние петельки, которые у нас смотрят именно вверх. Вот я сюда вставляю крючок, беру ниточку и вынимаю вот первую петельку, делаю одну закрепляющую петлю, и теперь в каждую петлю, которая у нас сейчас вот смотрит вверх, я буду поочередно вставлять крючок. То есть вот верхняя петля, вставляю крючок, вынимаю петельку и этих 2 петли сразу же провязываю. Опять вставляю в следующую верхнюю петлю крючок, вынимаю петельку, вот у нас 2 петли на крючке, и эти 2 петли провязываю. Вставили крючок, вынули петлю, провязали, вставили, вынули, провязали. Таким образом мы обвязываем вот эту 4-ю платочную дорожку по кругу столбиками без накида. Так вот я практически довязала вот до конца обвязку по кругу. Давайте вот эти последние петли провяжем вместе. Вот сюда я вставляю, провязываю, и вот идет та петля, откуда мы начали делать обвязку. Я вставляю вот сюда крючок, вынимаю петлю, и эту петлю сразу же провязываю через ту петлю, которая у нас находилась на крючке. Далее делаю одну закрепляющую петельку. Здесь ниточку от моточка можно обрезать. После того, как нитку от мотка мы обрезали, эту петельку я беру и просто вот таким вот образом вытаскиваю. Аккуратно здесь все затягиваю. И теперь с помощью крючка эти кончики мы выводим на изнаночную сторону. Далее, после того, как мы сделали обвязку, мы должны пинетку вывернуть на изнаночную сторону и все кончики спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. После того, как вы спрячете кончики, нам останется сделать только завязки. Я сейчас вам предложу на выбор несколько вариантов завязок. Вы выберете для себя тот, который больше подходит и нравится вам. Первый вариант — это будет идти плетеный шнур айкорд. Данный шнур я плела на специальной мельнице, но этот шнур можно связать и на спицах, то есть полый шнур или шнур айкорд. Вот таким вот образом он у нас выглядит. Следующий вариант — это можно сделать вот такой вот скрученный шнур. Его можно сделать как однотонным, так и цветным. Подробный мастер-класс, как сплести такой шнур, есть у меня на канале. Ссылочку на этот мастер-класс я вам оставлю ниже в инфобоксе, если кому-то понравится вот такой вот вариант шнура. Следующий вариант — это идет обычная атласная лента. Она может быть любой ширины, но здесь, я думаю, для пинеток подойдет ширина именно ленты где-то 0,5, вот как в данном случае, или 1 сантиметр. Какой длины должна быть завязка, я сейчас на экране вам подпишу. И вот, друзья, после того, как вы сделаете завязки в ваши пинетки, работа наша будет закончена. Вот такая красота для малыша у нас получается. Смотрится на самом деле очень красиво, ярко, и маленьким ножкам будет тепло, уютно и комфортно вот в таких вот красивых пинетках. Надеюсь, данный мастер-класс, друзья, был для вас полезным и понятным, поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.